Всем привет! Совсем недавно состоялась премьера достаточно интересного флагманского смартфона под названием Moto G200. По названию можно догадаться, что смартфон выпускается компанией Motorola. Параллельно бренд представил и несколько относительно недорогих моделей. Стоимость их составляет примерно 200 евро. Это Moto G31 и Moto G41. Смартфоны относятся к среднему сегменту. Стоит отметить, что новинка в лице Moto G200 получила самый производительный на тот момент чипсет от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888 Plus. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 28 января 2021 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime Cortex X1 на 2,9, 3 ядра Creo 680 Gold Cortex A78 на 2,4 и 4 ядра Creo 680 Silver Cortex A55 на 1,8 ГГц. И хотя сейчас на данный момент самый быстрый и новый процессор от компании Qualcomm является Snapdragon 8 Gen 1, процессор Snapdragon 888 Plus не сильно отстает по производительности. А также смартфон стоит относительно недорого, учитывая те характеристики, которые мы с вами получаем. На некоторых рынках Moto G200 5G обойдется покупателям в 450 евро. Если сравнивать с другими смартфонами других производителей, то это несомненно дешевле, что для нас является большим плюсом. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как мы знаем, предыдущий смартфон Moto G100 получил экран на 90 Гц, а вот Moto G200 получил топовый дисплей на данный момент. Диагональ составляет 6,8 дюйма, LCD дисплей, частота обновления экрана 144 Гц. Да, это топчик. Вне рынка игровых смартфонов такой частотой могут похвастаться очень немногие устройства. Преимущество такого дисплея — это высокое качество изображения, а также максимально естественная цветопередача. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине данная матрица пользуется огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видеоизображений. Также, что немаловажно, дисплей поддерживает технологию HDR10 и цветовое пространство DCI-P3, охватывающее большую часть цветов естественного спектра. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Смартфон Moto G200 оценили в 450 евро за версию 8 ГБ оперативной и 128 ГБ своей флеш-памяти. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас и есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $450 это плюс-минус 39 тысяч рублей. Возьмем до 40 тысяч. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 23 модели. Это Realme GT Neo 2, Honor 50, Xiaomi 11T, OnePlus 9, OnePlus 9R, Xiaomi 11T Pro, Realme GT 5G. Ну и пошли, можно сказать, уже устарелые смартфоны. На мой взгляд, основной конкурент Moto G200 это, как ни странно, Realme GT Neo 2. Как вы видите, минимальная стоимость 31 тысяча, максимальная 44. Но благо e-каталог собрал всех продавцов, и для себя вы можете выбрать того продавца, который сейчас вам предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то можете отметить. А если вдруг у вас остались вопросы, задаем их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео.
Что немаловажно, смартфон получил 8 гигабайт быстрой оперативной памяти LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. Флеш памяти 128 или 256 гигабайт UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записей, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Имеется также функция Ready for, позволяет подключать смартфон почти к любому монитору или телевизору для использования в режиме ПК, да, что является достаточно неплохим решением в наше время. Moto G200 получил очень интересный набор сенсоров основной камеры. Главный выступает 108-мегапиксельный сенсор с эффективным размером пикселя 2.1 при использовании режима слияния 9 пикселей. Доступна съемка видео в режиме 8К, а также фреймрейт 960 FPS в режиме Slow Motion. Помимо главной камеры имеется ультраширокоугольная на 13 мегапикселей, может использоваться в качестве макрокамеры, а также датчик глубины у нас есть. Селфи-модуль использует сенсор на 16 мегапикселей. А вот аккумулятор емкостью целых 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Корпус у смартфона пластиковый. Сканер отпечатков пальцев размещен в боковой кнопке питания. На левой стороне расположена аппаратная кнопка для вызова Google Assistant. Предусмотрена защита от воды IP52. То есть оболочка имеет частично пыли защищенную оболочку. Следовательно, некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это не нарушает работу устройства. При этом нет ни аудиоразъема на 3,5 мм, ни слота для карт памяти. То, что есть, то и есть. Размеры составляют 168 на 75 на 8,89 мм. На смартфон устанавливается операционная система Android 11 из коробки. Предлагаются два цветовых варианта: синий и зелено-голубой. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом Motorola удивляет своих покупателей. И с каждым годом мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Это очень хорошо. Motorola G200 это достаточно интересный вариант. Самое главное, что он получился необычный. То есть внешний вид данного смартфона очень и очень отличается от других конкурентов. Второе самое главное нововведение — это, конечно же, мощный процессор. Да, вы скажете EJ8 Gen 1, но данные процессоры практически одинаковые. То есть вы не увидите никакой глобальной разницы в производительных играх. Вы должны это понимать. А камера на 108 мегапикселей вам предоставит очень интересные снимки. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.